Вот как и многие люди, скажем так, коммунистических взглядов, постоянно находился в таком, ну, может быть, вы скажете, это заблуждение, не заблуждение, что типа все, что у современной России есть, это вот советское наследие, а сами мы ничего типа с этого момента не сделали. Ну, а исходя из того, что вы говорите, получается, что все-таки мы продолжали делать, и есть определенные успехи, в том числе и у «Газпрома», и все остальное. То есть все не так уж и плохо, и как будто бы мы не посрамили там наших предков прям так уж. Юра может быть спокоен. Далеко не все мы потеряли, если говорить о том же газе. Но вот, начиная с 22 года объем переработки вырос на 14%. Мы этого даже не С заметили. какого года? 22-го. Ну, мы же любим теперь все от 22-го отсчитывать. Ну, 14-й, 22-й, вот у нас две точки отсчета в современной России. То есть мы продолжаем двигаться в этом, во всех направлениях стараемся, но у меня иногда такое впечатление, что немножко хаотично. Вот какой-то проект пошел, мы в него тут же выбрасываемся, а потом кто-то сбоку кричит, а я, а мы, ну, а как же ж без меня-то? Некоторые вещи совершенно фантастические. Одна из причин, почему по нашей торговле нефтью ударить не удалось. По договоренности с Китаем мы строили магистральный нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан. По плану на полную мощность он должен был выйти в 29 году. И решение Транснефти, которое набрала кредитов, черти чего еще сделала, они на 100% вышли в 2019 году с опережением на 10 лет. Ругали руководство, вы что делаете? Есть же план, будет государственное финансирование. Они строили. И в 2022 году, когда грюкнуло, выяснилось, что у нас в этом направлении 50 миллионов тонн нефти в год пробегает и пробегает. И никакой морской торговли там нет. И сделать с этим ничего нельзя. А вот откуда взялось такое решение? Почему? Для меня это какой-то, ну, не знаю, кто там управляет Россией. То есть, да, государственная компания, но вот такое решение поперек всех министерств, поперек всего мы будем строить быстрее. Они это сделали. А вот такое мнение тоже бытует, что без всяких компаний там типа Exxon, Chevron и прочее, что мы, ну, многим количеством технологий не обладаем, и некоторые предприятия, ну, такие вот государственные, там, которые у нас совместно с другими странами сделаны, мы именно технологически не сможем разрабатывать. Да, действительно, у нас 20 с лишним лет царила вот эта идеология, не надо тратить на научно-исследовательские работы, на опытно-конструкторские работы. Можно И все, Егором Гайдаром повеяло. да, можно все купить, и нам все привезут, причем вместе с людьми, которые нам все это смонтируют. Отрыв был, сейчас мы это наверстываем, но говорить, что мы перед ними должны падать ниц, но ни Exxon, ни Chevron не понимают, что такое прокладывать трубопроводы по вечной мерзлоте. Справедливо. Но вы считаете, что нет таких предприятий, которые вот России сделаны совместно с какими-то другими странами, и вот если эти страны оттуда уходят, забирая все и кадры, и технологии, и компетенции, Россия все теряет это предприятие. То есть мы сможем все равно их как-то вот поддерживать на ходу? Сможем, но вопрос в другом. Эффект масштаба. Чем мы, собственно говоря, брали все эти транснациональные компании? Они что-то производят, у них огромный рынок сбыта. Там, где идет поточное конвейерное производство, там падает себестоимость. Наш рынок маленький. То есть мы обязаны агрессивно идти на другие рынки, показывать, что наши технологии лучше. У нас сейчас такой, наверное, самый деловой форум, где не часто бывают первые лица в Тюмени, газовики и нефтяники. Туда приезжают те, кто что-то придумал, показать, что я это придумал. Туда приезжают те, кому что-то не хватает. Говорят, а нам не хватает. И устроители выставки говорят, за тот стенд зайди, у тебя там все лежит. Вот оно там все. Оно оживилось. И у нас в результате, вот, что касается добычи, в зависимости от импорта, в 2014 году была процентов эдак 80, сейчас процентов 20 осталось замещать. Вопрос только в цене, потому что все эти шевроны и прочие, они брали тем, что они добывают у себя в Северной Америке, в Мексике, там где-то в Африке, еще кто-то где-то по всей Азии, они разбежались по Ближнему Востоку. Вот в этом направлении нужно идти. Это тяжело, потому что, одна из причин, почему нас так легко вышвырнули из Европы. Мы строили там газопроводы, мы строили там подземное хранилище газа, но ни одной электростанции нам построить не дали. В Финляндии что-то вспоминается тоже сразу. Я сейчас Там, про газовые. ну, там атомная, да, но аналогия похожая. Просто не дали. Почему? Потому что мы предлагаем, получается, на мировой рынок только сырье. Ну, сейчас энергодефицит в бывшей Средней Азии, ныне Центральной, огромен. И я с ужасом смотрю, что мы в Узбекистан пошел наш газ, а газовые электростанции строят турки. Ну, так нельзя. Мы должны предлагать все в комплекте. Мы не можем договориться... Как Apple. Только в энергетике. Только в энергетике. Мы пытаемся, договориться о поставках газа в Казахстан. У них там налоговая система совсем другая, там другие субсидии, промышленности и так далее. То есть для них слишком дорого то, что предлагает «Газпром». «Газпром» ниже себестоимости идти не собирается. Но если бы «Газпром» предлагал это вместе с газовыми электростанциями,
Может быть, какие-то вот варианты уже появляются более мягкие. То есть мы здесь немножечко вам цену накинем, мы за электричество немножечко возьмем, мы в комплекте будем довольны, и вы будете довольны. У меня сразу появилось много вопросов. Вот вы говорите, «Газпром» ниже себестоимости не продает. А вот этот вот конфликт с Молдавией, вы знаете, я вот хотел спросить, потому что вроде как бывшим советским республикам, прям по личному распоряжению Путина, мы очень много ресурсов продавали ниже стоимости, себестоимости практически. Вот. Но просто потому, что вроде как когда-то одной страной были и прочее. Там дело не в Молдавии. В Санду конкретно. Дело конкретно в Приднестровье, где 90% населения граждане России. И электростанция, которая обеспечивала и себя, и остальную территорию Молдавии, находится в Приднестровье. Мгм. Ну и не дать туда газ как? Я имею в виду ваше мнение такое, что мы это делали с позиции, ну, даже мы же своей как бы выгодой пожертвуем, да, но как бы поможем людям. Ну, то есть какая-то человечность там была или был какой-то расчет на что-то? Ну, во-первых, человечность — это граждане России. Да, вот это героическое Приднестровье, которое выдержало войну с Молдавией, с Румынией, со всеми подряд. Там остались наши люди, они наши граждане. И мы наблюдали в прошлом году, что бывает, если мы чего-то не предусмотрели. А надо было предусмотреть. И если мы еще на эту тему поговорим, мы еще час проговорим. Мы можем, да, но у меня вот такое вот краткое, да, то есть, понятное дело, не вдаваясь в подробности, а вот касательно того, что мы огромному количеству даже недружественных к нам, например, вот Азербайджан, если я не ошибаюсь, мы же им предоставляем энергию чуть ли вообще там не бесплатно, и при этом действительно мы там, ну, как бы многим советским республикам, постсоветским, которые к нам сейчас плохо относятся, и там чуть ли не как бы жестят, мы предоставляем все как бы вот очень дешево. Я прав? Нет, Нет? нет. Если Но вы это такое нам... распространенное мнение, Ну, опровергните. замечательно. Ну, а что тут опровергать? Мы вот это лето на юге прошагали без верных отключений. Почему? Потому что, несмотря на все старания Министерства энергетики быстренько заткнуть дырки, не получалось. Государственная компания «Интеррау», которая у нас отвечает за экспорт и импорт электроэнергии, нашла время скататься в Тбилиси и в Баку со словами: ребят, было время, когда вы нам помогали, давайте вы на это лето, вот только что прошедшее, зарезервируйте по 350 мегаватт для нас. Да, пожалуйста. Если говорить про энергетиков России и Грузии, они вообще не в курсе, что у нас какие-то волнения были. Как перетоки электроэнергии шли в обе стороны. Мы им помогаем, они нам. Нормально себя чувствуем. То есть мы, когда говорим про постсоветские страны, Ну, Грузия, она сейчас, извините, что перебью, она более-менее еще, ну, она как бы нейтральная, но в наше время нейтральная — это дружественная для России. А вот если говорить про Азербайджан, например. я про энергетику, я про политику не в курсе. Делайте там, что хотите. Мгм. Что такое Азербайджан для нас? Это хороший потребитель российской нефти. В Баку завод имени Гейдара Алиева нефть марки «Юрус» покупает охотно, поскольку у Грузии тоже есть какие-то политические вопросы. Азербайджан снабжает их газом. Ну, правда, под такой же объем к нему приходит из России. Но если по документам смотреть, свободолюбивый Азербайджан обеспечил свободолюбивую Грузию азербайджанским газом. Азербайджан время от времени спрашивает: ребята, ну, как вот ваш объем добычи, это вы экспортировали туда, это экспортировали сюда, а у вас что? А вам какое дело? У нас всего хватает. То есть далеко не все, что происходит в энергетике, выносится на свет Божий. По каким причинам, сложно сказать. Ну, факт остается фактом. Российские автозаправки в Азербайджане как работали, так работают. Ничего им не делается. Электроэнергию то мы им, то они нам. Будет зима, мы будем поставлять, летом они нам поставляют. Другое дело, что сейчас происходят вещи для меня совершенно чудовищные. Вот встреча министра энергетики России с президентом. Господин Савельев с гордостью говорит, что в этом году будет введено 1,6 гигаватт новых мощностей. Здорово. Замечательно. Открываю сайт Министерства энергетики Узбекистана, там работает на русском, никаких проблем нет. Они в этом году вводят 6,5 гигаватт. Мы точно все правильно делаем? Получается, есть огромный Узбекистан и небольшая Россия, которая в 4 раза меньше новых электростанций строит. Мы точно все хорошо делаем? Может быть, что-то поправить надо? А если касаться постсоветских стран, почему вы говорите о своих коммунистических убеждениях? Советский Союз был. Придумали границы, таможни, налоги, валюты, бог его знает, что еще. Но железнодорожная колея 15-20 как нас объединяла, так и объединяет. Электрические провода как гудели, так и гудят. Они не в курсе. Трубопроводов в полной исправности, если не считать Прибалтики, но это отдельная грустная песня. На покойных ничего, кроме хорошего. Славная была советская Прибалтика.
То есть у нас железная основа для того, чтобы, ну, даже если мы снова не станем союзным государством, но выстроить сотрудничество так, чтобы было выгодно всем, вот оно. Рельсы, провода, трубы, они на месте. Это, если говорить вот о вашем мировоззрении, должно давать надежду на то, что вокруг этого можно сосредоточиться. Связь есть, есть, Только никуда не делась. надежда-то у меня и есть на самом деле. Скажите, а вот Северный морской путь — это наше основное направление, его планируют развивать, но при этом мы сами не умеем производить газовозы. А те газовозы, которые у нас есть, они подзастряли, скажем так, да? Да. И Корея при этом, которая нам должна была, ну, конечно же, предоставлять технологии, она нас этих технологий лишила. Вот как там вот на этом поприще дела обстоят? На этом поприще тоже крайне загадочно. Судостроительный комплекс «Звезда», который должен был решить этот вопрос, строится на государственные деньги, курирует строительство судостроительного завода, там вторую очередь никак не закончится с 2009 года, компания «Роснефть». Хорошее решение, правда? Ты нефтяник, ты будешь заниматься судостроением. Уже хорошо. А теперь, В контексте того, что вы говорили до этого, это единственное верное как будто бы решение. ну, это казалось бы, но профессионалов надо было брать. Что у нас с Южной Кореей получалось? Что такое танкер-газовоз? В нем есть некие емкости, в которых температура должна быть минус 160 градусов, иначе испарится все к чертовой матери, и это должно как-то двигаться по морю. Обратились к южнокорейцам. Те танкеры-газовозы, которые вывозят с Ямал-СПГ, они не конкуренты. Потому что они больше никому в мире не нужны. Для них отдельная строка в классификации, так называется, Ямал-Макс. Почему? Потому что судно усиленного ледового класса Арк-7, да еще и газовоз, больше никому в мире не надо. Нет больше таких проектов. Нет ничего более сумасшедшего, чем построить огромный завод по сжижению природного газа на такой широте. А сейчас еще и второй. Почему корейцы идут навстречу? Вы нам не конкуренты. Вы научитесь строить, но вы будете строить для своей Арктики. Нам-то какая проблема? Они на это пошли, но дело там не только в корейских технологиях, там много других. Непроданные нам танкеры. Корею они совершенно не радуют, их продать невозможно. Потому что усиленного ледового класса танкер-газовоз стоит в 2 раза больше, чем обычно. Ну, никто не хочет покупать. Корейцы, естественно, предлагали, давайте мы по обычной цене продадим. Не купим. Почему? Да потому что он весит больше. На него топлива больше надо. Вот пусть у вас в порту и стоит. И они не продали, и мы не купили. Тот, кто придумал эти санкции, молодец. Поднасрал, получается, вообще всем. Всем, потому что корейцам это действительно не продать. Ну, и все, и ситуация просто патовая. Ситуация, ну, я не знаю, у меня опять не хватает информации, потому что ситуация возникла не сейчас. Основная проблема была, проблем там было много, то есть Роснефть действовала так, как предписано. Новое направление, значит, я беру наилучшие из имеющихся технологий. Самое лучшее беру. Хорошо. Криогенные емкости, которые держат температуру, не дают газу испаряться. Кто? Французы. На GTT. Отлично. Работаем с GTT. Внезапное требование, что суда должны в качестве топлива использовать СПГ. Кто? Финны. Лучше не бывает. Вяртсела, вот они мы. Танкер во льдах, у него нужна повышенная маневренность, вот так называемые винт-рулевые колонки. Ниже кормы торчит винт, который позволяет боком ходить, потому что там винт вращается в разные стороны. Кто? Совместное предприятие с General Electric. То есть Роснефть делала все вот как в учебнике написано. Результат: французы ушли, финны ушли, американцы тем более ушли. А теперь вот сразу все, что казалось уже может быть, надо освоить самостоятельно. С какой скоростью мы будем это делать? Я сейчас не сказал случайно Центробанк, нет? Нет. Послышалось, значит. Вот, слава богу. Боялся, что скажу, но удержал себя. С какой скоростью это будет происходить, ну, никто не знает. В 23-м году, когда стало ясно, что с танкерами и газовозами проблема будет, премьер-министр у нас был в поездке на Дальнем Востоке, и после посещения судостроительного комплекса «Звезда» дал распоряжение в адрес Министерства промышленности и Росатома по поводу криогенных емкостей, выращивать из углеволокна. Вот я не самый такой, не могу сказать, что денно и ночно слежу за всем, что появляется на сайте правительства. Поручения вижу, отчеты об исполнении не вижу. Что к чему, что как. Судостроительный комплекс «Звезда» вообще не распространяется о том, что у него происходит, как там, что там. Корреспондентов нет, хотите, скатайтесь, там от Владивостока рядом 30 километров. Через пролив. Меня там пустят хоть кто-то. Я-то приехать могу, ради бога. Вроде не объект Министерства обороны, чтобы не пускали. Ну, допустим, по этим винтрулевым колонкам в Питере была команда, и она есть. Делает она эти винтрулевые колонки на мощностью до 8 мегаватт. Для Арктики надо 16. Нашли они друг друга. То есть там как бы еще один шаг, и уже все в порядке. Почему молчит Росатом с этим углеволокном? Что-то не получается, кто-то не профинансировал. В чем проблема?
Ответа нет. Все тот же Сечин, которому поручили заниматься строительным заводом, он с сакраментальным вопросом: ребята, вы знаете, вот судно, оно стальное. Стальные листы должны быть. Говорит, ну и что, у нас не хватает? Он говорит, да, на магнитке. А я здесь, рядом с Владивостоком. Далековато. Ну и везите. Он говорит, понимаете, Североморский тоннель не пропускает, не габарит. 32 метра длина этого листа не протащить. Ну, возите по Севморпути. Сечин дальше промолчал, я понимаю, что он сказал. С магнитки на Северно-морской путь. Просто покупает в Китае, в Японии. Это нормально? 300 тысяч тонн годовая потребность. Роснефть спроектировала металлургический комбинат рядышком. В соседней бухте, там буквально в 20 километрах. Денег нет. Мы по-прежнему либо закупаем у японцев, китайцев, у корейцев, там, ну, желающих много. А эту проблему так не решили. Завода так и нет. Территория огорожена, яма под фундамент вырыта, на этом все. Почему? Потому что Роснефть самостоятельно не тянет. Не тянет, потому что крупнейший на планете проект нового месторождения «Восток-Ойл», почти 7 миллиардов тонн нефти извлекаемой, там были иностранные инвесторы, так скажем, трейдинговая компания, каждая вошла на 10%, каждая заплатила по 7 миллиардов. 10% от проекта. Они ушли. Но Роснефть это начала. Ну, вы ушли, а мне надо доделывать. Соответственно, все, что выходило за рамки «Восток-Ойла», это непосредственно добыча, непосредственно транспортировка и так далее, вот Роснефти все, она не резиновая. Металлургический комбинат нефтяники построить как-то не смогли. Ну, казалось бы, что Минпром должен этим озаботиться, найти какие-то варианты решения, но пока ямка, забор ямка. Скажите, пожалуйста, вот всякие заводы по переработки СПГ, они у нас строились на севере с расчетом на Европу. Теперь санкции, в Европу мы продавать этого не сможем. Что с ними будет? Не придется ли их забросить? И можно ли это в теории как-то перенаправить в сторону Китая? Так уже перенаправили безо всякой теории, пошло и пошло. Было бы очень приятно наблюдать после того, как Дональд Трамп прокукарекал, что надо Индии прекратить закупать российскую нефть. Во-первых, Индия сказала то, что сказала. Индия сказала, у нас дисконт, не лезь. Иди отсюда, рыжий. Потом была встреча в Китае, ШОС, и как раз за сутки до проведения, до начала саммита, с санкционированного проекта «Арктика СПГ-2» на судне из Серого флота, или как его там называют, под санкциями пришло в Китай. Без посредников, без ничего. То есть там оно и раньше ходило, но с множеством прокладок. Здесь Китай начал закупать напрямую. Сейчас, если мне память не изменяет, 9 партий уже отправили и намерены продолжать делать дальше. СПГ не перерабатывают. СПГ это не переработка газа. СПГ это был газ, стала жидкость, переход из одного агрегатного состояния в другое. Да, но чтобы поставлять в Китай, нам же все равно нужны АРК-7, а мы их не производим, как раз-таки, про которые мы во-первых, у говорили. нас 16 штук есть для Ямал-СПГ. Они рано или поздно умрут, придут в негодность. Это, во-первых. Во-вторых, Новатэк обеспокоился тем, чтобы сделать перевалочные базы в Мурманске и на Камчатке, то есть арктическое судно добралось, перелило СПГ, вот прям в жидком виде, как есть, а дальше уже обычные неарктические суда растаскивают по конечным клиентам. Но мне кажется, все равно 16 это как-то маловато. Маловато. Мы рассчитывали, что в этом году на «Звезде» 5 штук построят. В начале года были ходовые испытания, дальше тишина. То есть 2 судна уже на ходу, видимо, какие-то недоработки были выявлены, видимо, доделывают. Тишина. Корреспонденты так далеко не летают. Я очень рассчитывал, что во время Восточного экономического форума там какая-нибудь группа корреспондентов высадится, там буквально через бухту, вот этот город Большой Камень, вот все в порядке. Если объезжать по суше, там километров 150 получается, а так вот в хорошую погоду вообще никаких проблем. Никто не поехал. Тишина. Надо как-то проникать туда. А в целом, будет ли нормально сказать, что вот китайцы, когда Европа нас санкциями обложила, они в некоторой степени спасли экономику России? Или такое высказывание некорректное? Ну, они поддержали, прямо скажем. Поддержала Индия, много кто поддержал. Китай был далеко не единственным, допустим, по объемам поставки нефти за рубеж. Ну, смотрите, есть 2 тезиса в интернете, я вас просто держу в курсе, самые распространенные. Китай спас Россию, молимся все дедушки Си. Китай использовал Россию и покупает намного дешевле, потому что видит, что Россия в безвыходной ситуации. Дедушка Си предатель, он нас доит. А истина, как всегда, посередине. Товарищ Си пришел на выручку, посмотрел, какая выручка. Сказал, хорошо, буду продолжать. Выручка же есть? Есть. А я на выручку, я с выручкой. Но на самом деле так поступил далеко не только он, но у нас капитализм на дворе, а уж на международной арене тем более. Да, можно помочь,
Ну, вот вы же понимаете, я рискую, вторичные санкции и так далее, давай скидку. Ну, даем. А что делать? Куда деваться? Привыкаем постепенно. На выручку пришла Индия. Если смотреть по поставкам нефти на экспорт российской, то на третьем месте, ну, как вы думаете, кто? Ща. Я бы, вот, ну, если учитывать теневой флот, я бы сказал, что США, наверное. Ну, Турция. Турция, конечно, Турция, Эрдоган, да. Ну, вы разумеется, вначале говорили. потому что Но мне кажется, США где-то как-то подмучивают и потом в Европу продают российские ресурсы. Я почему-то так думаю. попробуй проследи, называется. Это уже невозможно, да. Хотя я бы не удивился, если бы Прибалтика была на третьем месте, на самом деле. Нет, Они... там безнадега. Ну, да, латвийская смесь известная. Да, ее достаточно быстро прихватили, а вот вариант Турции, ну, вот все дизельное топливо отдала вам. Сама на чем езжу, не помню. Педали кручу. Сейчас Турция закупит у нас дизель, заработает на этом денег, а потом построит завод по производству байрактаров в Украине. Это мир. Он такой, какой лучший из миров. Других, к сожалению, нет. Выглядит все достаточно цинично, но что делать? На самом деле, ну, вот мы следим, да, у нас Китай, да, у нас Индия, но вот в прошлом году «Сила Сибири» вышла на полную проектную мощность. 38 миллиардов кубометров газа поставляем по трубе в Китае. Ну, хорошее число. Грех жаловаться. В следующем году в Казахстан, Узбекистан и в Киргизию уйдет 20 миллиардов кубометров. Мы про это что-нибудь слышим? Мы вообще про соседей ничего не знаем. А соседи, вот они, казалось бы. Ну, моя специфика просто больше пропаганда. Я вот это вот изучаю, смотрю, кто там что говорит. Ну, соседей надо знать. Тем более, Казахстан 7800 километров прямой границы. И вот с кем, а с ним надо как-то находить взаимовыгодное предложение, потому что иначе придется эту границу сторожить. Мне, например, не хочется. Она как-то слишком продолговатая, чтобы там напряжение это испытывать. Вот не надо нам это. Мне бы вообще не хотелось, чтобы хоть с кем-то были конфликты. Вот, и поэтому про соседей надо знать. А мы про соседей что знаем? Мигранты. Проблема, огромная проблема. А у них-то дома что? Вот нам бы это узнать. Почему они едут? Работы не хватает? Работы не хватает. Может, им что-нибудь подбросить, какой-нибудь проект, чтобы они в нем увязли там сотнями тысяч? Так они готовы, им только скажи. Они с удовольствием отсюда сбегут. Узбекистан, который разворачивает сейчас чуть ли не какой-то огромной энергетической стройки, ну вот он их пытается, ему нужны люди, они потихонечку начинают уезжать. Может быть, еще какие-то проекты им надо подкинуть? Подкинем. Надеюсь. С одной стороны. С другой стороны, Узбекистан, где падают объемы добычи газа, освобождает людей, которые работают в газовой отрасли. Это другие люди. Они не поедут на большие города, но их с удовольствием и тот же Новатэк, и Лукойл, и Газпром, они поедут на север. Они умеют, они этому учились.